Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, какие сегодня события должны произойти, как это повлияет на рынок и какие предполагаются движения по ключевым активам, по доллару, нефти, золоту, рублю и так далее. Так, давайте перейдем к календарику событий. По Японии вышли сегодня позитивные данные по ВВП. Это очень хорошо. Япония нас в меньшей степени интересует. Давайте посмотрим дальше. Сегодня число открытых вакансий на рынке труда по Соединенным Штатам в 5 часов. И по России ближе к ночи выйдут данные по инфляции. Морган Стэнли уже вовсю начал армагеддонить, что акции упадут на 15% до конца года. Такое вполне может произойти даже на 20 и на 30%. Но здесь надо четко понимать структуру движения капитала, которая происходит из года в год, и которая рисует наиболее вероятный сценарий. Она говорит о том, что если сейчас в конце сентября не разразится негативное движение, то, скорее всего, потом на фоне новогоднего рождественского ралли, скорее всего, цены должны удержаться на активы. Опять же, должны, это не значит, что удержатся. Каждый год все должно начинать расти в марте. Однако в марте 2020 года все расти не начало. Точнее, начало, но сначала оно очень мощно присело. На сегодняшний день много чего сосредоточено вокруг ситуации с криптовалютой, когда вчера по факту начала официального обращения в Сальвадоре значительная просадка и по биткоину, и по эфириуму произошла. Но помимо этого происходит ряд событий, которые пока особо внимания не привлекают, но в ближайшее время они могут начать играть очень значительную роль. В частности, Fitch понизил на 2 или 3 ступеньки, по-моему, кредитный рейтинг китайского застройщика Evergrande. Вышли данные по Китаю за август относительно продажи недвижимости в крупнейших мегаполисах Китая. Соответственно, здесь просадка на 15%. То есть постепенно кольцо вокруг китайской недвижимости, китайской промышленности, оно начинает сжиматься. Так, друзья, переходя к графикам, Китай сегодня показывает небольшое снижение, пока небольшое, но здесь, по-видимому, новости, связанные с Эверграндом, они свое взяли как ни крути. Если рассматривать движение китайского индекса с технической точки зрения, дневной таймфрейм, отсюда вполне может развиться движение в ближайшее время, цель которого 5350, вот сюда к этому значению. Но с учетом тех проблем, которые есть в Китае, это и финансовый сектор, это и снижение производства промышленного по недвижимости, демографические проблемы, то, что там население очень сильно постарело, и, соответственно, исходя из этого, растут издержки, связанные с человеческим трудом. То есть, с одной стороны, как бы работникам надо платить, потому что выбывает трудоспособный возраст, с другой стороны, возрастают затраты, издержки, связанные с обслуживанием стареющего населения. Соответственно, все это переложенное на реалии китайской действительности, там, где коммунизм и экстенсивный путь развития диковинным образом сплетен с дичайшим капитализмом, то, соответственно, то есть у Китая очень большие риски, с моей точки зрения, в самое ближайшее время. Конечно, сейчас пошла ответная волна, что все там Китай отскочит, Китай вырастет, это страна будущего. Но я считаю, что она не страна будущего. То есть она как раз подошла к той грани, когда она весь свой потенциал развития исчерпала. И для того, чтобы там был какой-то рывок, существенный рост, там немножко другая должна была быть демографическая ситуация. Соответственно, они в силу определенных причин объективных, не из вредности, не для того, чтобы людям плохо сделать жизнь, они таким образом выстраивали демографическую политику. И с моей точки зрения, именно то, что у них сейчас происходит с демографией, оно в полной мере им не даст реализовать задуманное, то, что хочет сделать китайское правительство, китайская компартия
в плане построения экономики и общества, всеобщего благосостояния. Просто для этого нет резервов у них. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но здесь у нас сегодня будет попытка консолидироваться и все-таки немножко отскочить. Я думаю, такой сценарий по нефти на сегодня наиболее вероятен. Соответственно, если на часовик переходить, вот у нас пошел импульс движения наверх. Цель этого импульса локально 72,7. Для реализации вот этого движения необходимо, чтобы не было коррекционного отката с пробитием 71,2, 71,15. Вот. Если удерживаем сейчас этот диапазон, то сегодня до обеда, возможно ближе к вечеру, весьма вероятно разовьется движение с целью потестить 72,7, ну и пробить 72,8 заодно. Так, если будет все-таки коррекционный откат с пробитием 71,15, то у нас следующее, что будет протестировано, это 69,9, 70. Вот здесь диапазон проходит. Вот такой сценарий, я думаю, менее вероятен. Более вероятно сегодня консолидация и все-таки попытка вот эту цель отработать. Ну, по крайней мере, в первой половине дня. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Дневной таймфрейм, но сегодня размещение ОФЗ и, соответственно, по традиции этот фактор должен генерить спрос на рубли и, соответственно, поддерживать курс рубля. Ну, здесь, очевидно, у нас пошел импульс движения на рост доллара против рубля. Но сегодня с учетом того, что размещение ОФЗ, плюс если нефть консолидируется и пытается немножко сходить наверх, хотя в целом по нефти создался негативный тренд на некоторую просадку. Вот, опять же, говорить о том, что нефть рухнет, пока нет устойчивого пробития по бренту 66.25, я думаю, это преждевременно. Итак, то, что касается рубль-доллар. Ну, сегодня, я так полагаю, вот это движение на рост доллара, оно должно немножко притормозиться, по крайней мере, до вечера. Вечером посмотрим, как произойдет размещение и что будет с ценами на нефть. Но пока что здесь, я думаю, наиболее вероятен боковик. И, ну, может быть, даже какой-то небольшой откат на укрепление рубля в район 73.08. Так, друзья, но если переходить на часовой таймфрейм, то на часовом таймфрейме у нас получается следующая картина. Вот у нас произошла прямо на открытии раздача 73,5, ну практически отработали, можно сказать. Соответственно, сейчас должен быть набор позиций перед дальнейшим движением наверх. Но, соответственно, есть ряд факторов. Это то, что сегодня размещение ОФЗ и то, что нефть вроде как собирается поконсолидироваться и немножко порасти. Поэтому здесь есть все условия для того, чтобы, если возникнет пробой 73,2 вот этого уровня, отсюда развилось краткосрочное укрепление рубля, у которого цель движения 73-73,08. Опять же, если вот этого пробоя сейчас не будет, то после проторговочки, может быть, даже уже с утра до размещения ОФЗ, пойдет следующий виток движения на укрепление доллара, у которого цель будет в районе 73,7. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм, евро-рубль tomorrow. Здесь картина схожая с долларом, тоже начался цикл на укрепление валюты против рубля, однако сегодня, исходя из дневного таймфрейма, должно быть небольшое охлаждение этого движения. Переходя на часовой таймфрейм, по евро-рублю обозначен уровень 86,65, 86,7. Соответственно, если этот уровень не пробивается, удерживается, то у нас после проторговочки в этом диапазоне на сегодня цель движения евро-рубль находится в районе 87,2. Вот сюда, вот к этому значению. Если здесь генерится пробой, то, соответственно, рубль укрепляется на 86,45. Но большего потенциала для укрепления рубля я здесь не усматриваю. Для того, чтобы такое движение развилось на большее укрепление, необходимо, чтобы нефть ушла выше 73,5. Тогда можно будет говорить о том, что вот этот тренд, который пошел
на рост евро против рубля, он будет надломлен, и, соответственно, он перейдет в устойчивую консолидацию, либо в укрепление рубля. Пока такой тенденции не наблюдается. Так, друзья, далее РТС, фьючерс на индекс РТС. Но здесь, смотрите, залег он в боковик и лежит он в боковике. Соответственно, у нас сейчас на утро какой план? 171 850 800. Если вот этот уровень не будет сейчас с утра пробит, то у нас развивается к обеду консолидационное движение, у которого цель 174 тысячи, вот сюда. Если сейчас здесь генерится пробой, судя по движению в валюте, такой сценарий даже, наверное, более вероятен, то в этой ситуации мы увидим сначала тестирование уровня 170 тысяч, в случае его пробоя развивается дальнейший откат, у которого цель движения будет 168 100, 168 200, вот сюда, к этому значению. Вообще здесь в большей степени похоже на то, что будет консолидация в диапазоне 173 300, 172 100, вот такое вот движение. Но если все-таки уровень 171 850 будет пробит, то отсюда вполне вероятно можно получить движение на 168. Но в наибольшей степени мне видится здесь именно консолидационное движение. Вот. А там к обеду, когда Америка начнет на горизонте восходить, посмотрим, что там и как будет проявляться. Друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание.